Очень сложно согреться, и не знаю, сколько сейчас градусов. Внутри очень холодно. Сейчас градусник, который показывал температуру снаружи, он просто замерзает. Поэтому я понятия не имею, сколько сейчас градусов внутри. На улице показывают, что минус 10, но ощущение, что уже все минус 16, которые должны быть ночью. В общем, я сейчас по приезду села растапливать печь и как раз смотрела, как вокруг кормушки собрались птицы. Было штук 5, синицы, поползни. И здесь от дома к дереву идет эта гирлянда. Она не работает, правда, но неважно. И на ней как раз сидела моя любимая хохлатая синица. И ястреб маленький или сокол вдруг из ниоткуда набрасывается на этого маленького бедного синица хохлатого. Все притихли и спрятались на какой-то момент, пока ястреб не улетел. И я уже расстроилась, что моего любимого синицу сцапали, но вышла его поискать. Наверное, этот сокол-ястреб схватил фонарик вместо синицы. Мне кажется, что он, ястреб или сокол, поймал шарик, точнее лампочку, и потом выбросил ее в другом месте. Точнее, лампочка здесь, а нашла ее вот здесь. Через какое-то время он сам прилетел опять к кормушке. В общем, моя синица осталась жива, а сокол остался без обеда. Сегодня 9 февраля. Сегодня ожидается одна из самых холодных за последнее время ночей. Это и чувствуется сейчас уже, что очень холодно. Я еле могу согреться. Этой зимой здесь нет воды, поэтому воду я вожу с собой в бутылках. А еще я видела сегодня на кормушке синицу, которая где-то свой хвост потеряла. А вот она как раз. Хохлатая синица ничему не научилась и снова сидела на гирлянде.
Привет. Ты там расслабляешься? Ты замерз? Здесь у меня очень весело. Я вышла, чтобы наполнить кормушку, но когда ставила камеру, увидела, что здесь сидит самка снегиря уже очень долго. Что-то кушает с растений, которые здесь растут. А тут, где кормушка, только что улетел, заснул мой любимый двуликий, хохлатая синица. Я ее так называю, потому что у нее лицо с двух сторон немножко разное. С одной стороны, но как будто немного потрепанное. А еще опять прилетал фалкон, сокол, который в прошлый раз напал на двуликого, который здесь заснул, и сшиб гирлянду. Снегирь все еще сидит здесь один. Оставила своих птичек на неделю, и получается, что они почти всю эту кормушку съели. Осталось вот совсем чуть-чуть, и вот тут кормушка еще висит. Там у меня 2 корма, но арахис они весь оттуда тоже съели. На всякий случай расставляю этичные мышеловки там, где могут появиться мыши. Время от времени проверяю. В прошлый раз уже в 11 вечера одна мышь попалась, и мне пришлось ее вывозить. Очень холодно, и снегирь все еще там сидит. Никак не могу сесть поесть и помонтировать, но все никак не могу закончить воевать с мышью, потому что
Она постоянно находит способы, как снова и снова возвращаться к кормушке с арахисом. А это вообще что такое? Это вообще что такое? Да, я сегодня обнаружила, что когда уже птицы легли спать, мышь висела на кормушке с арахисом и ужинала. Я даже перевесила эту кормушку дальше на тонкие ветви и на веревку привязала, чтобы ей было сложнее добраться, но позже я проверила, и она снова висела на этой кормушке. Ну и что ты тут сидишь? Как ты туда попала? Я очень не хочу убирать кормушку с арахисом, потому что это одна из основной пищи для моих птиц здесь. И я не знаю, как ее повесить так, чтобы мышь не могла до нее добираться. Соорудила какую-то палку из железных, нечто, что я покупала когда-то для того, чтобы подвешивать кормушку. Таким было мое прощание с зимой. Все мои птицы благополучно пережили эту зиму, а я собираюсь помогать им и в следующем году и надеюсь, что Двуликий снова будет зимовать здесь со мной. Это был последний мороз, и я знала, что в следующий раз здесь уже все будет таять, а лес возвращаться в свое привычное обличие. И мне очень хотелось сохранить эти последние драгоценные моменты. Снег, мороз и согревающее уже совсем весеннее солнце. Всем спасибо за просмотр и особенно огромное спасибо всем тем, кто поддерживает этот канал на Boosty и Patreon, делая эти видео возможными. И до встречи в следующем эпизоде Лесных историй.